Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, интересные и теплые слитки. Данные слитки вяжутся очень просто, но при этом за счет вот этой объемной косы смотрится прям очень интересно и эффектно. Данные слитки в мастер-классе я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 49% шерсти и 51% акрила. Метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. Также для вязания нам понадобятся спицы, резинку, вот этот подъем платочной вязкой и подошву я буду вязать на круговых спицах 3,5 миллиметра. И вот эту нашу объемную косу, которая у нас идет на мыске, я буду вязать на 2 чулочных спицах 4 миллиметра. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 36-37. Я думаю, даже на 38 размер они тоже подойдут. Но в процессе вязания я вам буду говорить, какую деталь нужно связать больше или меньше, если данные слитки вам нужно связать на другой размер ноги. Для начала мы сейчас наберем петли и провяжем резинку. Далее мы приступим к вывязыванию нашего мыска, вот нашей этой объемной косы. Вывяжем с вами наш подъем, после чего приступим к вывязыванию подошвы. Подошва у нас идет цельновязанная, здесь нет никаких швов. В конце мы с вами сошьем только вот эту заднюю часть наших слитков. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать сейчас их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спицу диаметр 3,5 миллиметра. Обычным способом набора с помощью вот длинного хвоста я сейчас буду набирать для резинки 45 петель. Теперь смотрите, какой момент у нас идет вот насчет резинки. Если у вас нога полная, то сейчас я рекомендую набрать не 45, а 49 петель, так как раппорт нашего узора, вот этой нашей резинки, будет состоять из 4 петель плюс 1 петля. Петли я набрала, и приступаем к вязанию первого ряда резинки. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее у меня по схеме идет 3 петли лицевых, вот 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Следующую петлю мы должны сейчас просто переснять, не провязывая, но при этом рабочая нить у нас должна оставаться перед работой. Поэтому вот я эту петлю просто снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Далее опять мы вяжем 3 петли лицевых, 2, 3, петлю снимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой. И опять 3 петли лицевых. Следующую петлю мы просто снимаем, не провязывая, рабочую нить перед работой. И опять 3 лицевых петли. Таким образом мы сейчас довязываем наш первый ряд до конца, провязывая 3 петли лицевых, после чего следующую петлю мы просто переснимаем, не провязывая, а рабочая нить остается перед работой. И вот в конце ряда у нас получается, то есть вот я петлю сняла, дальше у меня идет 3 петли лицевых, 1, 2, 3, и последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Сейчас мы будем приступать к вязанию второго ряда нашего раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее все наши четные ряды нашей резинки мы будем вязать всегда одинаково, то есть кромочную сняли, далее одну петлю провязали вот лицевой. Следующую петлю мы сейчас должны просто снять, не провязывая, а рабочая нить у нас также остается перед работой. Далее у нас идет 3 лицевых петли. Вот 1, 2, 3. И опять петлю снимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой. Дальше 3 лицевых петли. 1, 2, 3. Петлю сняли, рабочая нить перед работой. Опять 3 лицевых петли. 2, 3, петлю сняли, рабочая нить перед работой. В конце нашего второго ряда у меня получается, я провязала вот 3 петли лицевых, дальше одну петлю сняла, рабочая нить перед работой, получается дальше 1 лицевая, и последняя петля, мы ее провязываем изнаночной, это наша кромочная петля. Сейчас будем приступать к вязанию третьего ряда. Значит, смотрите, все наши
Четные ряды вяжутся всегда одинаково, то есть так как мы с вами провязали второй ряд, и наши нечетные ряды также вяжутся всегда одинаково, так как мы с вами провязывали первый ряд. То есть наше вязание теперь повторяется в третьем нашем ряду так же, как и в первом. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше у нас получается вот 3 петли мы должны провязать лицевых. Вот 1 лицевая петля, 2 лицевая петля и 3 лицевая петля. Следующую петлю вот я просто переснимаю, не провязывая, рабочую нить перед работой. И опять 3 петли лицевых, петлю сняли, 3 петли лицевых, петлю сняли. Всегда рабочая нить у нас будет оставаться перед работой. И в четных рядах, и не в четных. Когда мы снимаем петлю, всегда рабочая нить у нас остается перед работой. Поэтому довязываем третий наш ряд до конца. В конце третьего ряда у меня получается опять вот 3 петли провязала лицевыми. И вот последнюю петлю кромочную я провязываю изнаночной. И вязание я переворачиваю на обратную сторону. Сейчас таким образом мы с вами будем вязать нашу резинку так, чтобы ее высота была примерно около 5 сантиметров. Единственное, здесь смотрите, какой момент. Вот это наша сторона, то есть там, где мы будем провязывать наши четные ряды, то есть 2, 4, вот как сейчас и так далее, будет являться лицевой нашей стороной, так как здесь у нас получается наш край наборный, вот идет такая красивая косичка, а с обратной стороны вот идет у нас узелковый, как бы вот изнаночный край. Поэтому вот эта наша сторона, где мы вяжем наши четные ряды, будет являться лицевой стороной. То есть мы сейчас вяжем 4 лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у меня идет по схеме вот 1 петля лицевая, петлю сняли, не провязывая рабочую нить перед работой. И далее вяжем 3 петли лицевых, петлю сняли, нить перед работой, 3 петли лицевых, петлю сняли, нить перед работой. То есть таким образом довязываем 4 наш ряд до конца и далее самостоятельно продолжаем по этой же схеме вязать нашу резинку так, чтобы общая высота была примерно около 5 сантиметров. Итак, вот я провязала резинку. Давайте сразу измерим ее высоту, и высота получается, ну вот 5 сантиметров. Вот таким образом сейчас она у меня выглядит, как я говорила. Вот эта наша сторона будет сейчас являться лицевой нашей стороной, поэтому вот моя рабочая ниточка идет с этой стороны, и вот идет наш край, где мы набирали наши петли. И если вот с этой стороны мы сейчас посчитаем наши вот эти лицевые дорожки, у меня получается, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и на спице 10-я наша петля. И сейчас мы сразу же будем приступать к вывязыванию нашего мыска. Мысок я буду вязать ниткой голубого цвета. Но для начала мы должны с вами распределить наши петли. Значит, смотрите, на мысок центральный я буду сейчас отдавать 13 петель. Все остальные петли мы делим на 2 боковые части. Поэтому, если вы набирали столько же петель, сколько и я, то есть 45, у нас будет получаться 16 петель 1 боковая часть, 13 петель средняя часть, где будет идти сейчас наш мысок, и 16 петель 2 боковая часть. Если вы набирали 49 петель, то у вас будет идти 18 петель, 13 петель и 18 петель 2 боковая часть. Поэтому вот я держу вязание лицевой стороной вверх, и на вот эту вторую круговую спицу я сейчас просто переснимаю, не провязывая наши петли боковой части. То есть в моем случае у меня 16 петель первой боковой части. То есть я их просто переснимаю. Итак, вот я пересняла петли первой нашей боковой части. Я вот сюда спицу откладываю. Далее я беру спицу вот 4 миллиметра чулочную и 13 центральных петель я просто переснимаю на эту чулочную спицу. Я пересняла 13 центральных петель на чулочную спицу, и круговые спицы вот я откладываю, они пока нам больше не нужны. Сейчас мы будем вязать наш мысок вот на этой чулочной спице 4 миллиметра. Смотрите, вот эту рабочую нить я сейчас здесь не обрываю. Как я сказала, мысок я буду вязать ниткой голубого цвета, поэтому я беру вот ниточку от моточка голубого цвета,
Вот сюда кончик просто прикладываю к краю, никаких закрепляющих узелков я не делаю. И теперь смотрите, схему, во-первых, на нашу косу я сейчас вам здесь на экране вставлю. Это та схема, по которой мы сейчас будем вязать наш мысок. Центральная широкая коса будет состоять в ширину из 24 петель. К ширине нашей косы, то есть 24 петли, нужно прибавить еще 2 кромочные петли. То есть итого это получается уже 26 петель. А у нас этих петель 13. Поэтому мы сейчас с вами будем делать прибавление петель. То есть это получается, что из каждой петли мы должны вывязать 2 петли. И итого как раз это получится ровно 26. Поэтому сейчас мы с вами вяжем первый подготовительный ряд. Вот идет наша первая петля. Эту первую петлю я сначала провяжу вот лицевой петлей за вот переднюю стеночку. Вот. При этом сейчас петлю ни с правой, ни с левой спицы я не снимаю. Правую спицу завожу за заднюю стенку нашей петли и вывязываю еще одну петельку. То есть вот мы из первой нашей петли получили 2 петельки. Вот идет наша следующая петля. То есть здесь я точно так же сначала провяжу эту петлю лицевой за переднюю стенку. Петли со спицы я не снимаю. И затем правую спицу завожу за заднюю стенку петли и вынимаю нашу следующую петельку. То есть опять из второй нашей петли мы получили 2 петельки. Дальше таким образом мы из каждой петли должны сейчас вывязать 2 петли. То есть вот за переднюю провязала, пальчиком придерживаю и за заднюю стенку петли. После этого вот петлю с левой спицы снимаю. То есть опять за переднюю стенку, а затем вот за заднюю стенку провязала лицевую петлю. И опять за переднюю и за заднюю. Таким образом сейчас довязываем вот эти наши петли до конца. Итак, вот я провязала наш подготовительный ряд до конца. Сделала все прибавки, и на спицах у меня сейчас 26 петель. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И смотрите, когда мы сейчас будем вывязывать наш мысок, все наши изнаночные ряды мы будем провязывать изнаночными петлями. Поэтому дальше на этом я останавливаться не буду. Просто буду говорить, что вяжем изнаночный ряд, все петли по рисунку. Это будет значить, что вот первую кромочную петлю мы будем снимать, и дальше все петли мы вяжем изнаночными. Это мы так будем вязать наши все изнаночные ряды. Второй изнаночный ряд я провязала, и сейчас мы будем приступать как раз таки к вязанию первого ряда нашего основного узора. Для этого я подготовила вот вспомогательную спицу и вяжем по схеме. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее пустой квадратик обозначает одну лицевую петлю, поэтому мы вяжем 3 петли лицевых, 2, 3. Далее беру вспомогательную спицу и на вспомогательную спицу снимаю 3 петли. И по схеме эти 3 петли я сейчас оставляю вот перед работой. Далее провязываю 3 петли лицевых с основной спицы. После чего вот 3 петли провязывать сейчас буду лицевых со вспомогательной спицы, которую оставляла я перед работой. То есть это мы сейчас сделали первое наше перекрещивание. Дальше у нас идет по схеме 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять на вспомогательную спицу снимаем следующих 3 петли и оставляем их перед работой. Вначале провязываем 3 петли лицевых с основной спицы. После чего провязываем 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую мы оставляли вот перед работой. 2, 3. Далее по схеме у нас получается 3 петли лицевых. 1, 2, 3. И последняя кромочная. Ее я провязываю изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд провязываем все петли по рисунку. То есть все их вяжем изнаночными. Вяжем третий ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее я сразу же беру вспомогательную спицу и снимаю первых 3 петли. Оставляю их перед работой. Далее провязываю 3 петли лицевых с основной спицы. После чего провязываю 3 петли сейчас лицевых со вспомогательной спицы,
которую я оставляла перед работой. Вот раз, два, три. Далее опять следующих 3 петли я снимаю на вспомогательную спицу и опять оставляю перед работой. Провязываю 3 петли с основной спицы в начале. Затем буду провязывать сейчас 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую я оставляла перед работой. И опять 3 петли снимаем. Раз, два, три. Оставляем опять их перед работой. Провязываем 3 петли с основной спицы. Затем 3 петли лицевых со вспомогательной спицы. Раз, два, три. И опять 3 петли снимаем. 2, 3. Перед работой спицу оставляем. Провязываем с основной спицы 3 петли лицевых. Затем 3 петли лицевых провязываю со вспомогательной спицы. 2, 3. И вот здесь у нас последняя кромочная петля, и ее я провязываю изнаночной. И это мы с вами провязали 3-й ряд. 4-й изнаночный ряд провязываем все петли по рисунку. 5-й ряд. Первую петлю снимаю. Далее вяжу 3 петли лицевых. Раз, два, три. Затем снимаю на вспомогательную спицу 3 петли и оставляю их перед работой. После чего провязываю 3 петли лицевых с основной в начале спицы. Затем 3 петли лицевых провязываю со вспомогательной спицы, которая у меня была оставлена перед работой. Вот раз, два, три. Далее по схеме у нас идет 6 петель лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. И опять снимаем 3 петли и оставляем перед работой. 3 петли провязываем сначала с основной нашей спицы, после чего 3 петли провязываю лицевых со вспомогательной спицы. Раз, два, три. Далее по схеме у нас получается 3 петли лицевых и последняя кромочная изнаночной. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли провязываем изнаночными. 7-й ряд. Первую кромочную петлю снимаю, и дальше по схеме я должна провязать 9 лицевых петель. Раз, два, три, 9. После чего опять беру вспомогательную спицу, снимаю 3 петли, но сейчас мы наши петли, которые снимаем на вспомогательную спицу, будем оставлять за работой. То есть вот я их оставляю за работой. После чего провязываю сначала 3 петли с основной спицы, вот раз, два, три. Затем вот я беру вспомогательную спицу, которую я оставляла сейчас уже за работой, и провязываю 3 петли со вспомогательной спицы лицевыми. Далее у нас получается, мы должны провязать 9 петель лицевых. Раз, два, три. 9 и последняя кромочная петля изнаночной. Вязание переворачиваем и 8-й изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными. 9-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я должна провязать 6 лицевых петель. Вот раз, два, три, 4, 5, 6. На вспомогательную спицу снимаю 3 петли и снова их оставляю за работой. Провязываю 3 петли с основной в начале спицы лицевых. Вот раз, два, три. Затем я провязываю 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую я оставляла за работой. И здесь сразу же опять снимаем 3 петли. Раз, два, три. И оставляем эти петли снова за работой. Провязываем с основной спицы 3 петли лицевых. 2, 3. Затем сейчас провяжем 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую оставляли за работой. Далее по схеме у нас получается 6 петель лицевых. 3, 4, 5, 6. И последняя кромочная изнаночной. Вязание переворачиваем. И 10-й изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными.
11 ряд нашего основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее я должна провязать 9 лицевых петель. 1, 2, 3. Далее я беру вспомогательную спицу и снимаю на нее 3 петли. И оставляю их снова за работой. Провязываю 3 петли лицевых с основной в начале спицы, после чего провязываю 3 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую я оставляла за работой. И дальше у меня получается, мы должны провязать 9 петель лицевых, и последняя кромочная петля изнаночной. Вязание переворачиваю, и 12 изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными. Итак, вот я закончила вязать 12 ряд, и это мы с вами провязали один раппорт в высоту. Дальше каждый из нас по этой же схеме, что мы только что с вами провязали, то есть с первого основного нашего ряда по 12, должны провязать еще один такой же раппорт. И далее 2 ряда мы должны провязать от третьего нашего раппорта. Или сейчас вот продолжаем дальше вязать вот по нашей схеме, которую я сейчас вам вставляла на экран. То есть еще получается 14 рядов. 12 рядов это один раппорт, и 2 ряда это первый и второй ряд от третьего нашего раппорта. И встретимся с вами в начале третьего нашего ряда третьего раппорта. Просто если, к примеру, данные слитки вам нужны будут на меньший размер ноги, то эти убавления вот с третьего ряда третьего раппорта вы можете начинать делать чуть чаще, нежели я буду показывать. Дальше мы, когда будем сейчас провязывать это все, вы все обязательно поймете. Если, к примеру, данные слитки вам нужны на больший размер ноги, то убавления мы начинаем делать там же, то есть с третьего ряда третьего раппорта, но вы их будете делать чуть реже, нежели я показываю. За счет этого у вас ваш мысок получится чуть длиннее, то есть вы провяжете большее количество рядов, тем самым ваши слитки получатся на больший размер ноги. Итак, вот я провязала мысок до убавок. Как я сказала, я провязала 2 раппорта и 2 ряда от третьего нашего раппорта. Давайте на этом этапе измерим высоту нашего мыска, чтобы примерно вам можно было ориентироваться. И вот получается, ну вот где-то 9,5 сантиметров высота мыска. И мы сейчас будем приступать к убавлению петель. Сейчас мы с вами вяжем третий ряд нашего третьего раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я беру вспомогательную спицу, и на эту вспомогательную спицу я снимаю 3 петли и оставляю перед работой. Далее в каждом вот переплетении мы будем провязывать по 2 петли вместе. То есть, смотрите, сейчас мы первую и вторую петлю провязываем 2 вместе лицевой петлей и еще одну лицевую петлю. Далее беру вспомогательную спицу, и со вспомогательной спицы я также сейчас провязываю вот первую и вторую петлю, 2 вместе лицевой петлей и еще одну лицевую петлю. То есть в первом нашем вот переплетении мы убавили 2 петли. Далее опять беру вспомогательную спицу и снимаю следующих 3 петли. Оставляю перед работой. Первую и вторую петлю с основной спицы я провязываю 2 вместе лицевой и еще одну лицевую петлю. Далее беру вспомогательную спицу и со вспомогательной спицы также сейчас первую и вторую петлю провязываю 2 вместе лицевой и еще одну лицевую петлю. То есть мы во втором нашем перекрещивании убавили еще 2 петли. Далее продолжаем. Снимаем 3 петли, оставляем перед работой. Первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой, еще одну лицевую. Далее со вспомогательной спицы также первую и вторую петлю провязываем сейчас вот 2 вместе лицевой петлей, еще одну лицевую. И делаем наше 4-е перекрещивание, то есть снимаем 3 петли, оставляем перед работой, первую, вторую провязываем 2 вместе лицевой, еще одну лицевую и со вспомогательной спицы, чтобы эта кромочная петля у нас сейчас не упала, я ее пересниму на вспомогательную, будет более удобно.
И вот со вспомогательной получается первую и вторую петлю я сейчас провязываю 2 вместе лицевой, еще одну лицевую и последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Вот мы с вами сейчас убавили 8 петель. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и изнаночный ряд мы провязываем все петли изнаночными. Вяжем 5-й ряд нашего 3-го раппорта. Сейчас никаких убавлений мы делать не будем, только смотрите, сейчас наши жгуты, вот эти, которые мы перекрещиваем, уже состоят не из 3 петель, а из 2, так как мы в предыдущем ряду убавили 8 петель. Поэтому сейчас кромочную петлю я снимаю. Далее я должна провязать 2 петли лицевых, то есть не 3, а 2. И на вспомогательную спицу я сейчас просто переснимаю 2 петли. Оставляю их вот перед работой. Далее провязываю 2 петли, вот 1 и 2 с основной сначала спицы. И затем со вспомогательной спицы я также сейчас провязываю 2 петли. То есть вот 1 петля и вот 2 лицевая петля. Далее по схеме мы должны были бы сейчас с вами провязать 6 петель лицевых просто, но с учетом наших убавок мы провязываем сейчас не 6, а 4. 1, 2, 3, 4 лицевых петли провязали, и на вспомогательную спицу сейчас мы снимаем 2 петли, оставляем их вот перед работой. 2 петли далее вяжем с основной спицы, после чего сейчас 2 петли вяжем со вспомогательной спицы, которую мы оставляли вот с вами перед работой. И далее у нас остается 2 петли лицевых и кромочная. 6-й изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными. Я провязала 6-й изнаночный ряд, и сейчас будем приступать к вязанию 7-го ряда. Убавлений никаких не делаем. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее после кромочной я должна провязать 6 петель лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. Далее на вспомогательную спицу вот я снимаю 2 петли и оставляю за работой. С основной спицы я сначала провязываю просто 2 петли, то есть здесь я ничего не убавляю. После чего провязываю 2 петли лицевых со вспомогательной спицы. И далее довязываем вот этот ряд до конца. Вяжем 6 петель лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. И последняя кромочная мы вяжем изнаночной. С изнаночной стороны наш 8-й ряд провяжем все петли изнаночными. 9-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу 4 петли лицевых, 1, 2, 3, 4. Далее на вспомогательную спицу снимаю 2 петли, и эти 2 петли оставляю за работой. После чего провязываю 2 петли сначала с нашей основной спицы, а затем провязываю 2 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую я оставляла за работой. Далее снова снимаем 2 петли, вот 1 и 2, и оставляем снова за работой. После чего провязываю 2 петли с основной спицы лицевыми. Далее провязываю 2 петли лицевых со вспомогательной спицы, которую я оставляла вот за работой. И у нас остается, мы должны провязать вот 1, 2, 3, 4 лицевых и последняя кромочная изнаночной. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и 10-й изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными. Вяжем 11 ряд, и в 11 нашем ряду я снова буду делать убавление петель. Поэтому смотрите, если, к примеру, данные следки вам нужны на больший размер ноги, потому что мне осталось провязать буквально еще несколько рядов, то вы сейчас можете убавление не делать, а начнете просто вязать 4-й раппорт вот нашей косы, и в 4-м раппорте нашей косы там сделаете уже убавление. Тем самым вы увеличите вот длину нашего мыска, и ваши следки получатся на больший размер ноги. Давайте вот сейчас перед вязанием 11 ряда я также измерю длину вот этого нашего мыска. Смотрите, длина мыска, вот я сейчас ничего не растягиваю, так как вот он у меня лежит, так я и измеряю. Получается, ну вот около 12 сантиметров. Вяжем 11 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я провязываю 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Далее на вспомогательную спицу я снимаю 2 петли, и эти 2 петли оставляю за работой. Сейчас с нашей основной спицы я провяжу 2 петли вместе, вот первую и вторую петлю, 2 вместе, вот лицевой петлей. После чего сразу же возьму вспомогательную спицу, на которую я оставляла также 2 петли, и со вспомогательной спицы я также сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. Вот. И дальше у меня остается 6 петель лицевых. И последняя кромочная изнаночной. Вязание я переворачиваю, и 12 изнаночный ряд я провяжу все петли изнаночными. 12 изнаночный ряд я провязала, и это мы с вами закончили вязать 3-й раппорт. 4-й раппорт я наш не буду начинать вязать. Я сейчас провяжу просто последний ряд наших убавок, а провяжу я их, смотрите, таким образом. То есть первую кромочную петлю я снимаю, далее первую и вторую петлю я провяжу 2 вместе лицевой петлей, и далее я провяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. И вот когда в конце ряда у меня останется 3 петли, здесь я также первую и вторую петлю провяжу 2 вместе лицевой петлей, вот. И последнюю я провяжу кромочную петлю изнаночной. Вязание я переворачиваю, и наш изнаночный ряд я провяжу все петли изнаночными. И вот таким образом сейчас вот выглядит мой мысок. На спицах у меня здесь 14 петель. И давайте измерим здесь общую высоту моего мыска. У меня она получается 14 сантиметров. И сейчас я буду приступать к вывязыванию нашего подъема. Подъем я буду вязать платочной вязкой. Поэтому вот здесь я мысок наш пока откладываю. Вот идут мои круговые спицы, на которых вот я распределяла петли наших боковых частей. И вот получается начало моего вязания. Как я говорила, ниточку эту я не обрываю. И теперь петли нашей первой боковой части я переснимаю с правой спицы на левую. То есть я возвращаюсь в начало нашего вязания. Вот здесь, где мы закончили вязать наш мысок, ниточку от моточка я обрезала. И начинать вывязывать наш подъем я как раз таки тоже буду ниткой голубого цвета. Поэтому вот идет начало нашего вязания. Это вот идет наша лицевая сторона. Голубой кончик я беру и просто прикладываю к краю полотна, вот. И сейчас первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас вот идет смена цвета. И дальше все петли первой боковой нашей части я провязываю вот лицевыми ниточкой голубого цвета. Вот я провязала петли первой боковой части. То есть у меня сейчас вот здесь провязано 16 вот лицевых петель. Дальше вот здесь в край мы будем поднимать наши петли. Как понять, сколько петель нам необходимо поднять? Здесь на самом деле все просто. То есть вот идет наша рабочая ниточка, где мы присоединяли вот нитку для вязания нашего мыска. И здесь вот можно вязание развернуть торцом и посчитать просто наши кромочные петли. Вот это наша кромочная петля, где у нас идет наша вот эта ниточка. То есть вот она у нас идет первая петля, вторая, 3, 4, 5, 6 и так далее. То есть итого вот здесь у меня сейчас 20 кромочных петель. То есть вдоль нашего этого мыска я должна буду поднять 20 петель. Плюс дополнительно я сейчас к этому количеству прибавлю 1 петлю. И эту 1 петлю я подниму вот в этом стыке. Между нашей петлей, которая находится на спице, и между нашей вот этой кромочной петлей, где у нас идет рабочая ниточка. То есть в этот вот фиолетовый участок я где-нибудь вот тут в промежутке в этом я вставлю как-нибудь так спицу, чтобы не было никаких дырочек, допустим, вот так. И подниму нашу вот первую петельку. Вот она у меня будет идти так. И дальше в каждую кромочную петлю я буду поднимать по 1 петли. Если неудобно поднимать эти петли спицей, вот как я поднимаю, можете помогать себе крючком. То есть итого сейчас в этот край я подниму 21 петлю. Итак, вот здесь я подняла 21 петлю, то есть ровно как раз таки до вот нашей чулочной спицы, где мы закончили вязать мысок. И теперь 14 петель нашего мыска я провяжу лицевыми петлями.
Последнюю петлю мыска я также провязала лицевой петлей. Смотрите, вот этот наш подъем можно вязать или на круговых спицах, то как я буду сейчас как раз таки и вязать. Если неудобно вязать круговыми спицами, можно эти петли распределить на чулочных спицах. Поэтому здесь в этом стыке я вытаскиваю мою спицу вот таким образом. И дальше вот как раз таки в наши кромочные петли я продолжаю набирать вот со второго края также 21 петлю. То есть вот здесь я сейчас подниму 21 петлю до петель нашей второй боковой части. Дальше петли нашей второй боковой части я провяжу все лицевыми. И вот как раз таки здесь последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. Итак, вот я подняла и провязала наши петли. Это мы провязали первый ряд нашего подъема. Далее вязание вот я переворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны мы сейчас все петли провяжем лицевыми. То есть вязать мы наш подъем будем, как я говорила, платочной вязкой. То есть это и лицевые, и изнаночные ряды мы будем провязывать лицевыми петлями, так, чтобы у нас образовывались наши платочные дорожки. Итак, я провязала второй изнаночный ряд лицевыми петлями. И вот вязание я держу лицевой стороной вверх. И с лицевой стороны у меня уже получилась одна платочная дорожка провязана вот ниточкой голубого цвета. Теперь мы наш подъем продолжим вязать дальше самостоятельно. То есть все петли вот по кругу. Вот сначала лицевой ряд, после этого вяжем изнаночный ряд, все петли провязываем лицевыми. Таким образом наш подъем мы должны провязать 3 платочные дорожки голубым цветом, ну вот в моем случае, или 6 рядов, и 2 платочные дорожки ниткой вот нашего основного цвета. И итого вот этот наш подъем у меня провязан 5 платочных дорожек или 10 рядов. Итак, вот я провязала подъем. Как я говорила, я провязала 3 платочных дорожки голубым цветом и 2 платочные дорожки или 4 ряда ниткой фиолетового цвета. Вот таким образом выглядит моя заготовка. И сейчас на этом этапе мы будем приступать к вывязыванию нашей подошвы. Подошву я буду вязать сейчас из 14 центральных петель. Поэтому общее количество петель, которые у меня сейчас находятся на спицах, то есть у меня сейчас вот на спицах 88 петель. Я от этого числа отнимаю 14, то есть петли нашей подошвы. Это у меня получается 74. И дальше наши 74 мы должны разделить на 2 боковые части. И это у нас получается 37 петель. То есть наше вязание сейчас будет выглядеть таким образом: 37 петель одна боковая часть, 14 петель это петли нашей подошвы и 37 петель вторая боковая часть. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх, и сейчас я провязываю вот с лицевой нашей стороны петли нашей первой боковой части. То есть вот идет наша первая петля, это наша кромочная петля, дальше вот вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Петли мы провязываем лицевыми, то есть так, чтобы у нас на правой спице было всего 37 петель. Итак, вот на правую спицу я провязала 37 петель. Петли все я провязывала лицевыми. И дальше вот следующих центральных 14 петель это будут идти петли подошвы. Поэтому сейчас мы сразу же начинаем вязать эти петли подошвы. При провязывании подсчитываем эти петли. То есть вот наша идет первая петля лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, вот у меня получается 13 петля, и здесь у меня остается последняя петля от подошвы, 14, и дальше идет первая петля от нашей второй боковой части. С лицевой стороны эти 2 петли мы сейчас должны провязать 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны опять мы вяжем петли подошвы. То есть вот наша идет первая петля, мы ее просто снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, тринадцатая, и вот идет петля от подошвы и петля от боковой части. Эти 2 петли с изнаночной стороны мы провяжем 2 вместе лицевой петлей.
И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, это моя первая петля, то есть вяжем все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. Дальше опять вторая, третья. Тринадцатая. И вот здесь уже расстояние получается больше, нежели обычное между петлями. То есть это видно сразу наша последняя петля подошвы и это первая петля боковой части. С лицевой стороны эти две петли мы сейчас провяжем 2 вместе изнаночной петлей, и вязание сразу же переворачиваю на изнаночную сторону и опять вяжем вот петли нашей подошвы, не довязывая одну петлю. С изнаночной нашей стороны последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом мы вяжем петли нашей подошвы, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного одну петлю от наших боковых частей. И вяжем так нашу подошву до тех пор, пока вот здесь в конце от наших боковых частей с одной и со второй стороны не останется по 6 петель. И вот я провязала подошву до тех пор, пока с одной вот и со второй боковой части у меня не осталось по 6 петель. Теперь на этом этапе мы также будем продолжать убавлять петли наших боковых частей, только сейчас дополнительно мы еще будем убавлять и петли нашей подошвы. Вот вязание я держу лицевой стороной к себе. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше вяжу все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда 3 петель именно подошвы. То есть вот у вас должно остаться 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей. И последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я сразу переворачиваю вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю снимаю и опять вяжу все петли лицевые, не довязывая 3 петель подошвы. И вот здесь у меня также, смотрите, 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. И последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провяжем 2 вместе также лицевой петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом продолжаем вязать наше полотно дальше, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного 2 петли, одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. Итак, смотрите, вязание я держу изнаночной стороной вверх. С этой боковой части я убавила все петли, и вот у меня на спицах осталось 4 петли. Одна петля от нашей боковой части и 3 петли подошвы. Значит, вяжем вот изнаночный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой. Далее последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провязываем в изнаночном нашем ряду 2 вместе лицевой петлей. Вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Первую петлю я сейчас снимаю и рабочую нить вот завожу между первой вот и второй петлей и петельку возвращаю обратно. И этих 3 петли с лицевой стороны я сейчас провяжу вот 3 вместе лицевой петлей. Петельку вот эту я вытаскиваю подлиннее, ниточку от моточка обрезаю с тем учетом, чтобы этого кончика хватило нам сшить заднюю часть нашего слитка. И теперь в эту нашу петельку я продеваю вот этот вот кончик от моточка, который я обрезала, и петельку эту я затягиваю. Теперь этот кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком. Нитку я одела в иголку с большим ушком. Сшивать следок я буду вот по лицевой стороне. Там, где мы с вами вязали наш подъем платочной вязкой, нашу иголку я буду вставлять не в кромочную петлю, а в первую петлю от нашей платочной дорожки. То есть вот наша первая петелька от нашей платочной дорожки, и я вставляю эту иголку справа налево. Ниточку вытаскиваем и идем на эту сторону. Смотрю здесь, вот наша платочная дорожка, и вот наша петля первая от платочной дорожки. Здесь я также вставляю иголку справа налево. Ниточку затягиваем и смотрю нашу следующую платочную дорожку и вот нашу первую петельку справа налево здесь, и затем вот вторая наша здесь платочная дорожка справа налево здесь.
Синяя дальше у нас платочная дорожка. И вот наша первая петелька справа налево. И здесь также справа налево. И дальше идет наша резинка. Здесь я также буду вставлять иголку справа налево. Вот с одной стороны, вот за вот эти вот наши дорожки. Вот раз дорожка, 2, 3 и так далее. И с этой стороны вот они у нас идут, петельки эти первые. Вот раз, 2, 3 и так далее. Здесь вот справа налево. И здесь справа налево. Здесь. И затем здесь. При сшивании обязательно контролируем так, чтобы два края в конце у нас ровненько сошлись. Итак, вот я прошила наш задний шов. Вот таким образом он у нас выглядит. Идет все абсолютно гладко, аккуратно и нигде ничего не видно. Далее, перед тем, как закреплять ниточку, обязательно вот этот край мы подтянем, убедившись в том, что здесь у нас ничего не перетянуто, все идет эластично. И после этого наши слитки мы выворачиваем на изнаночную сторону и все наши кончики прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как мы спрятали с вами кончики, наши слитки полностью с вами готовы. Единственное, я сейчас рекомендую слитки постирать, так как после стирки петли станут более ровными, коса станет вот эта более такая эластичная и мягкая. И, конечно же, после стирки они будут смотреться получше. Друзья, надеюсь, данное видео было вам полезно и понятно. Поэтому не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.